Привет, друзья! Хочу вам рассказать об одной неочевидной проблеме, с которой я столкнулся при работе с этим рубанком. Это Clifton на системе Bedrock. Также я увидел рубанок с такой проблемой в ролике Рекса Крюгера. Вот. Ему подписчик прислал бронзовый Ли-Нильсон 4 и попросил его настроить. Вроде бы все там, все ровно, то есть подошва ровная, железка заточена. Все вроде бы хорошо, но вот почему-то не строгает. Но Рекс Крюгер, когда проверял его, он поставил очень тонкую стружку, ничего не заметил и, решил, что просто подписчик не разобрался и как-то так прислал ему просто, то есть он даже не понял, в чем проблема. Проблема следующая. Проблема, с которой я столкнулся этот подписчик Рекса Крюгера. Смотрите. В общем, у меня здесь очень толстая железка. Она имеет 4,3 мм. Когда железка толстая, значит получается, что у меня, если железка толстая, то зев, соответственно, становится меньше. То есть, если тут родная клифтоновская, там ровно 4, вот эти вот на пару десятых, в общем, вот, железка толстая, и за счет этого становится очень маленький зев. И поэтому, для того, чтобы иногда что-то строгать чтобы строгать интенсивно, там выравнивать столешницы, ставить толстую стружку, нужно сделать больше зев. И вот, что я сделал. То есть, это Bedrock, я ослабил винты, отодвинул лягушку, сделал зев, не знаю, там до миллиметра где-то шириной. И начинаю строгать. И тут что-то понимаю, что он на проблемных местах, он начинает закусывать, как будто бы клюет, как будто бы железка не стоит на своем месте. То есть она как будто бы появляются вибрации какие-то на сучках. То есть на тонкой стружке ничего не заметно. Ставлю тонкую стружку чуть-чуть толще. Чуть-чуть толще ставлю, все, он начинает закусывать, что-то непонятно, невозможно ничего выровнять. В общем, строгает очень подозрительно. Но потом тут же я еще заметил следующее, что очень тяжело стало выдвигать железку. В общем, на самом деле долго мучиться не пришлось, ответ нашелся очень быстро. То есть как-то вот. В общем, что произошло? Из-за того, что железка толстая, и поэтому лягушку, то есть для того, чтобы получить широкий зев, надо лягушку отодвинуть назад. Когда отодвинул я лягушку назад, то, отодвигаясь, лягушка обнажила чугун корпуса. И железка просто фаска уперлась в чугун. И все. И она уже нормально не прижималась. То есть она могла там какой-то точкой уперлась, отодвинулась, и она уже вот какая-то такая вот на перекос уже полувзвешенная такая стояла и закусывала. Вот и все. Что сделал Рекс Крюгер? Он просто взял, уменьшил зев, и у человека все заработало. Но в итоге человек, когда захочет поставить стружку побольше, сделает зев побольше, рубанок опять перестанет работать. Вот. Так что вот так. То есть, по сути, это не проблема, просто на толстой железке можно учесть, что не нужно делать большой зев, либо можно подпилить здесь чугун, вот так вот, часть корпуса. Но я не хочу. Я не думаю, что в этом есть нужда. Так что, друзья, вот такой маленький ролик. Все. Спасибо за внимание. Пока.